Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Вашингтонский обком и я, Вячеслав Хевин. На сегодняшний день новости такие. Российскую ЛГБТ-сеть внесли список иностранных агентов. ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова также внесли список иностранных агентов. В Чечне запретили книгу, в которой фигурируют двое подростков-геев. Роскомнадзор планирует запретить к показу контент, который содержит нетрадиционные сексуальные отношения. И, наконец, против ТНТ возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Это в дополнение к тому, что передача на ТНТ «Игра» была закрыта из-за однополого поцелуя. Таким образом, мы видим, что после речи Владимира Путина о разумном консерватизме власти начали скрипеть скрипоносными скрепами. Господин Путин заявил, что западные ценности, где пропагандируется, что мальчик может быть девочкой, а девочка может стать мальчиком, это не то, что нужно России. Что же в таком случае нужно России? Видимо, поворот на восток, к традиционализму, традициям Востока, Китая. Потому что, если смотреть на юг, то там арабская весна. А арабскую весну Путин также не считает возможным применять к российским реалиям. Что же, предлагаю посмотреть, что же там на Востоке. Например, Таиланд. Итак, 2020 год. Премия телевидения в Таиланде. Что же мы видим? Самый популярный сериал называется Together the Series. Самая популярная пара. Вот этот молодой человек слева является выбором зрителей как самый лучший актер. И, наконец, пара, получившая награду за лучший поцелуй. И если вы думаете, что это только о Таиланде, я предлагаю вам посмотреть отрывок из самого популярного сериала на Филиппинах. Hanggang saan lalayo ang ating mga puso para sa pag-ibig na mula sa isang laro. Para sa pag-ibig na mula sa isang laro. Hi, baby. Hi, baby. И все это стало возможным благодаря феномену BL. Что такое BL? BL расшифровывается как Boy Love, а переводится как любовь мальчиков. Откуда же взялся этот BL? Для этого нужно немножко углубиться в историю, а точнее вернуться к 70-м годам 20 века и посмотреть на Японию. В Японии после Второй мировой войны родился жанр манга, что можно перевести как «веселые картинки». Это некое подобие американских комиксов, но со своим японским уклоном. При этом манга рисовалась мужчинами и для мужчин. И вот в 70-х годах некая студия 24, женщины, рожденные в 24 году, объединились для того, чтобы совершить революцию в манго. Хагиэмото и Такеми Кейко, наверное, самые популярные писательницы такого рода манги. Манга была предназначена для девочек, рисовалась женщинами, что было уже не понятно для традиционной публики. Но при этом они внесли некоторые изменения. Они перешли от разнополых отношений манги к однополым отношениям манги.
Естественно, это вызвало гигантский ропот консерваторов. Но почему же тогда не закрыть, не запретить подобную мангу? Ответ очевиден. Во время Второй мировой войны Япония наелась цензуры. Поэтому легче было просто либо не обращать внимания на этот жанр, либо забросать его говном. Поэтому такого рода мангу уничижительно обозвали без кульминации, без смысла, без сюжета. Или яой. Консерваторам от манги явно было невдомек, что такого рода яой будет настолько популярным, что перешагнет границы Японии и станет мировым явлением. Следующим этапом, который привел к феномену BL, можно считать развитие кей-поп в Южной Корее. Кей-поп зародился в 1993 году, примерно сразу после того, как южнокорейцы свергли очередного недодиктатора. Кей-поп практически сразу превратился в настоящую фабрику по выращиванию звезд и идолов. Что такое корейский идол? Я могу вам показать. Вот так выглядят корейские идолы. Ну, собственно, зачем картинки? Давайте лучше посмотрим клип. Посмотрели и хватит. Корейский идол – это олицетворение корейской красоты. Так, как должен выглядеть либо мужчина, либо женщина. Естественно, на улице ты не встретишь подобных идолов. В том числе и благодаря тем контрактам, которые заключены этими идолами с продюсерскими центрами и лейблами компаний. Поскольку компании вложили в каждого из идолов миллионы долларов, включая пластические операции, то компании довольно-таки серьезно относились к своей собственности. Поэтому любые отношения подобных идолов, как мужчин, так и женщин, были под запретом. Поскольку корейские идолы были окружены таким ореолом таинственности, естественно, и поклонники, и поклонницы не представляли себя достойными быть в отношениях с идолами и даже не мечтали об этом. Поэтому в своем сознании они пытались устроить личную жизнь, придумать личную жизнь для идолов так, как могли. Но погодите, идолы не могут общаться ни с кем, кроме своей кей-поп группы. Соответственно, что начали делать фанатки? Зная о том, что такое яой, они начали придумывать короткие истории о том, какие взаимоотношения могут быть между членами каждой из корейской поп-группы. Надо сказать, что продюсерские центры и музыкальные лейблы сразу же подхватили подобную идею. Почему? Потому что она продавалась. И после этого они стали стимулировать своих подопечных проявлять некую более-менее интимность на сцене и при встрече с фанатками. Так как интернет тогда был развит плохо, фанатки, обмениваясь историями о своих кумирах, предпочитали писать маленькие короткие рассказики, вместо того, чтобы загружать рисованную мангу. Так появился шиппинг и слэш, еще называемый фанфиками. Шиппинг стал настолько популярным, что на него даже обратили внимание в Америке и
посвятили ему одну из серий Южного парка. Также нужно отдать дань уважения группе Тату, которая в начале 2000-х ввела в моду отношения между девочками и была очень популярна в Японии, что еще раз добавило популярности слэшу и шиппингу. Довольно быстро смышленые люди смекнули, что на этом можно на самом деле неплохо зарабатывать, и таким образом стали писать профессиональные новеллы. Ну, а там, где новелла, там рано или поздно будет и экранизация. Таким образом, BL вошел в массы. Первые BL-сериалы появились в Таиланде. В 2013 году в подростковой мыльной опере «Гормоны» показали первую побочную BL-пару. Успех этой пары привел к тому, что уже в 2014 году как эксперимент была запущена экранизация новеллы Love Sick. Нужно ли говорить о том, что на следующий день после премьеры эти ребята проснулись звездами. Уже на следующий год было экранизировано 5 сериалов, а в 2022 году только в одном Таиланде будет более 50 BL-сериалов. Поскольку Таиланд – это законодатель канона, давайте на этом примере посмотрим, что же такое BL, а что такое гей-фильмы. И в чем разница? Во-первых, BL – это сказка. Все действие происходит в идеализированном мире, где отношения между двумя парнями не вызывают какой-то шок. Также очень важен возраст. Пара должна быть примерно одного возраста, и возраст должен колебаться между 18 и 30. Желательно между 18 и 25, потому что, скорее всего, речь будет идти о колледже, поскольку главные поклонники BL это все-таки студентки, то для них более интересно смотреть то, что отражает их ежедневную реальность. Очень важным аспектом является то, что герои не идентифицируют себя как геи. Они говорят о том, что они любят того или иного персонажа как человека в первую очередь. Всегда должен присутствовать хотя бы один друг, желательно больше, которые помогут разобраться паре, преодолеть трудности. Нужно отдельно заметить, что сексуальная составляющая отношений не является доминирующей в BL-парах. Людей больше интересуют романтические отношения, чувства, эмоции. Между прочим, это очень хорошо коррелируется с новыми интересами в плане семейной жизни поколения Z. Еще одним важным аспектом является жесткое распределение ролей. Актив должен быть немного старше, немного выше и немного маскулиннее пассива. Также нужно обязательно упасть в руки своему будущему партнеру. Кто падает, собственно, тот и пассив. Ну и, конечно, дождь. Если в сериале или фильме нет сцены с дождем, это не BL. Хороший конец более чем желателен, но не обязателен. Естественно, в разных странах есть своя специфика, но поскольку все-таки Таиланд является законодателем канона, я рассматриваю именно его. Однако 2020 год стал поворотным в развитии BL-драм. Дело в том, что из-за ковида подростки перестали ходить в университет. Соответственно, если ты не ходишь в университет, как ты можешь ассоциировать себя с своими героями? Таким образом, BL-драмы стали искать новые жанры. Теперь это не только романтические комедии, это и триллеры, и детективы, и боевики, и фантастика. Насколько же популярен BL в Азии? И вообще, зачем на него обращать внимание? Давайте посмотрим немножко статистики по странам. Я приведу пример только населения тех стран, где на самом деле снимаются BL.
Итак, население Таиланда – это 69 миллионов человек. Население Южной Кореи – 51 миллион человек. Население Вьетнама – 97 миллионов человек. Население Филиппин – 109 миллионов человек. Население Тайваня – примерно 23 миллиона человек. Население Китая – 1,5 миллиарда человек. Так вы можете понять и размеры рынка, и размеры популярности актеров, которые снимаются в BL-сериалах. Отдельно нужно отметить тот факт, что различные звезды снимаются не только в собственных странах, но, например, из Таиланда можно переехать в Южную Корею, сниматься как приглашенная звезда в этой стране. Можно из Китая приехать в Таиланд и сниматься там как приглашенная звезда. Естественно, если вы поедете в Тайвань, вы никогда не поедете в Китай, и никто из Южной Кореи никогда не поедет в Японию. Все-таки в регионе есть своя специфика после Второй мировой войны взаимоотношений. Как я сказал ранее, звезды, принимающие участие в BL-сериалах, не только получают награды, но также получают контракты. Что за контракты? Все что угодно. От ширпотреба дешевой косметики до Мадзерати. И где же показывают подобные сериалы, спросите вы? Ну, во-первых, на национальном телевидении. Почти в каждой стране. И также на стриминговых платформах, которые крупнее Netflix. В том числе и на Netflix, кстати. Некоторые компании сразу после того, как показывают новую серию на телевидении, выпускают ее на YouTube с английскими субтитрами для того, чтобы показать международным фанам. Отдельно хотелось бы поговорить о Китае. Почему? Да потому что, во-первых, он за это платит. А во-вторых, в Китае также были попытки производства BL-сериалов. Одна из них в 2016 году, другая примерно в то же время. Это был немножко неудачный опыт, потому что один закрыли после 10 серий, и второго вырезали практически все, что можно вырезать. И получился такой замечательный сериал о романсе. При этом Китай не запрещает смотреть сериалы иностранного производства на своих стриминговых платформах, а поскольку трушный китаец – это тот, который умеет пользоваться Тором, китайцы могут смотреть и сериалы, которые производят на Тайване. Стриминговые платформы Китая не только показывают BL-драмы, но также и являются заказчиками этих сериалов. А также стоит уделить внимание радиопостановкам, которые очень популярны в Китае и которые не запрещаются правительством. То есть там BL – это в основном радио. Насколько популярен BL в самом Китае? Бешено популярен. Это как в России говорят на новоязе хлопок популярности. В итоге что мы видим? Россия с ее консерватизмом и мракобесием не нужна на самом деле не только на Западе, но и на Востоке. Поэтому все, что может предложить Владимир Владимирович, это изоляция и режим Чучхе. А BL при этом, продолжая жить своей жизнью, является той самой мягкой силой, которая уменьшает уровень гомофобии в азиатских странах. Кстати, если вас интересует, какие BL-сериалы можно посмотреть, пишите в комментариях, я сделаю ролик об этом. Кстати, помните тот отрывок из филиппинского BL-сериала, который я показал ранее? Так вот, летом они сняли фильм, и я предлагаю посмотреть вместе трейлер к этому фильму. Давайте посмотрим, что у них там получилось. Ano bang papanoorin natin? Kung ano ba na pumili, baby. Pero gusto mo ba horror para pag natakot ka? Takot ka sa akin, ganun.
Alam mo, style mo, bulok. Rom-com na lang. Para lalo kong kiligin sa akin, baby. Family movie na nga lang. Uy, gusto niya na magka-family sa akin. Series na nga lang o anime. Ang bahala. Ano ba? Teka lang. Wait lang, baby ah. Pili ka na muna dyan. Sigurin ko lang to. Okay. Sige. Sinabi ng wag eh. Tingnan mo na itsura. Di ba sabi ng doktor na mamaga pa yan? Isang linggo pa raw yan. Promise, mabilis lang. Hoy, mabilis lang. Michael Angelo, pagkayang ilong mo, ay, pagkaya na infection dahil dyan sa kadudut-dut mo. Baby. Wala na akong perang pamparitoke mo, no? Bahala Baby. mo, Baby, focus tayo sa movie. Kaya ko namang mag-multitask, baby. Baby, nasa labas tayo. Baka mamaya may makakita eh. Valentine's birthday. Let's give them a show. ТНТ говорите? Угу. Давайте прощаться. Всем пока.